Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Блумберг бьет в набат. Цены на газ в Европе штормит из-за операции Украины в Курской области. Цены взлетели до самого высокого уровня с начала года. А некий Александр Фролов в своей авторской колонке для Инфотек утверждает, что текущая ситуация для ЕС является репетицией грядущей зимы. Вы ничего не знаете по данному вопросу? Смотрите, да, действительно, примерно на $50 подорожали, выросли котировки газовые на бирже TTF. И я тут напомню тем людям, которые только что к нам присоединились, что в Европе ценообразование завязано на бирже. То есть есть два типа ценообразования. Ценообразование с нефтяной привязкой, ценообразование с биржевой привязкой. Европа с 2009 года полностью переходит и благополучно перешла к настоящему моменту на биржевое ценообразование. То есть когда мы говорим про биржевые котировки, мы фактически говорим про цены. Например, если бы мы говорили про биржевые котировки в Азии, там какой-нибудь JKM брали бы, то, конечно, там надо было бы делать массу оговорок, которые касались бы того, что доля газа, который идет в Азию по биржевым ценам, она меньше той доли, которая идет с нефтяной привязкой, а вот в Европе 100% газа идет с биржевой привязкой. Поэтому любые движения на бирже являются болезненными для европейского рынка, притом болезненными на 100%. У них нет подушки безопасности в виде газа с нефтяной привязкой, то есть какого-то ультрадешевого газа, который откуда-то брался бы, который был бы в несколько раз дешевле. Да, можно задавать уже вопрос, как нету? Как там, все же говорят, что наш газ в разы дешевле. Вот можно уже задать вопрос по этому поводу. Наверняка вот Максим, который читает постоянно комментарии, вам на эту тему все ответит. Так вот, весь газ, который идет в Европейский Союз, завязан на биржу. Притом значительная часть контрактов, долгосрочных контрактов в том числе, связаны, точнее завязаны на бирже в целом и на TTF в частности. Я не зря сказал биржи, потому что бирж газовых в Европе несколько. Например, есть Центральный европейский газовый хаб и соответствующая одноименная фактически биржа. Этот хаб находится территориально в городе Баумгартен, это Австрия, и это точка сдачи российского газа, который идет по украинскому коридору. То есть в рамках контрактов долгосрочных прописывается формула цены с различными индикаторами, которые, в качестве которых могут выступать в определенной доле спотовые котировки, котировки на месяц вперед, котировки там на полгода вперед и так далее. И так далее. Вот как вы договоритесь с вашими покупателями. И вот в долгосрочных контрактах тоже прописываются биржевые котировки. То есть они не напрямую, не сразу влияют на изменение цены, но они оказывают влияние через вот эту вот формулу. То есть, с одной стороны, у нас есть TTF как центр ценообразования. Еще раз, большинство долгосрочных контрактов по имеющейся открытой информации завязаны на те котировки, которые мы видим на нидерландской бирже TTF. А вот вышеупоминавшийся Центральный европейский газовый хаб – это точка сдачи российского газа. То есть там и торговая площадка, и точка сдачи, и крупный газотранспортный узел. Вот преамбула. А через украинский коридор в сторону Европейского Союза за первые 4 недели, более свежей статистики до 20 августа не будет. Так вот, за первые 4 недели второго полугодия было поставлено более 1 миллиарда 200 миллионов кубических метров газа. А за все первое полугодие было поставлено 8 целых, ну и вот прям, чтобы совсем точно сказать, 8 сотых. Именно 8 сотых. Ну или почти 1,1 миллиарда кубических метров. То есть совокупный объем поставок до августа, то есть за первые 7 месяцев текущего года составил примерно 9,3 миллиарда кубических метров. Не всех поставок из России в Европу, а поставок через украинский коридор. В общем-то, можно сказать, ну, и чего они там переживают? То есть, если взять вот этот объем, ну, 9 с небольшим миллиардов кубов, разделить на 7 месяцев, ну, получается чуть более 1 миллиарда кубов в месяц.
Тем более, если вдруг что-то случается с украинским маршрутом, есть договоренности между «Газпромом» и его венгерскими покупателями, что половину, ну, что вот ту часть газа, которая идет в Венгрию через Украину, можно направить через турецкий поток. Венгрия покупает 8-9 миллиардов кубов газа в год из Российской Федерации. Половина этого объема идет через турецкий коридор, вторая половина через украинский коридор. Вот, собственно говоря, договоренности соответствующего характера вроде как были заключены. И таким образом получается, что если прервутся поставки через Украину вот сейчас по каким-то необъяснимым причинам, то европейский рынок не досчитается 1 миллиарда или даже менее 1 миллиарда кубических метров. Чего они там переживают? А вы представляете, переживают. Удивительное дело, но все вот эти рассказы уважаемых европейских господ из Брюсселя, господ и господок из Брюсселя, о том, что да мы уже практически независимы от российского газа. Посмотрите, какие у нас успехи. Они несколько не так воспринимаются, если посмотреть на реакцию рынка. То есть давайте еще раз проговорим мысль, которую мы пытаемся проговаривать практически в каждом ролике, который касается европейского рынка. Нету единого коллективного Запада. Он не существует. В принципе, нигде нету такой вещи, как коллективный Запад. Этот термин можно использовать для упрощения. Ну, то есть, если вы просто в риторике некой хотите не перечислять вот все сущности, которые там вот присутствуют, а обозначить некую географически политическую точку, то вы говорите коллективный Запад. Но нужно отдавать себе отчет, что это симулякр. Это несуществующая вещь в реальности. Для упрощения, для риторических неких приемов это вполне годится. То есть это можно использовать. Но если мы пытаемся оценивать ситуацию, то нужно понимать, что есть Брюссель со своими интересами, Брюссель в плане того, что там сидит руководство Европейского Союза. Есть отдельные страны Европейского Союза со своими интересами. Притом, по мере того, как кризис нарастает, противоречия между этими странами тоже увеличиваются. Я понимаю, конечно, что многие уважаемые комментаторы, которые регулярно к нам приходят и объясняют, что вы там рассказываете, какой там кризис. Вот мои знакомые живут в Германии, да не видят никакого кризиса. Я заранее рад и за ваших знакомых, и за ваше персональное мнение. Но, знаете, вот если почитать Евростат, если просто взять европейскую статистику, или если взять статистику, которую публикуют соответствующие службы Германии, обратить внимание на то, что ВВП сокращается, например, во втором квартале по отношению к первому кварталу, то вы меня простите опять же, но мне как-то я считаю несколько бессмысленным ориентироваться на ваших персональных знакомых, у которых все прекрасно. Я искренне за них рад. Молодцы, хорошо. Но вот в целом и общем экономические показатели довольно паршивые. И если посмотреть на такой показатель, как индекс промышленного производства, то он падает по Евросоюзу в целом. И нет, это не потому, что Евросоюз стремительно вдруг в 2021 году начал перемещаться из индустриального в постиндустриальное общество, о чем нам многие рассказывают, а потому что у них нарастает кризис. Так вот, а по моему глубокому убеждению, кризис начался еще в 2008-2009 году, и с тех пор он не прекращается. Кстати, обратите внимание, за прошедшие 15 лет от Евросоюза отвалилась Великобритания. Наверное, она отвалилась, потому что все было хорошо, да? И они вместе в Евросоюзе успешно росли. Не так ли? Так вот, противоречия между странами нарастают. У каждой страны свой отдельный интерес, и по мере сокращения, по мере ухудшения экономического положения, каждый начинает тянуть одеяло на себя. И это еще не все. Есть еще крупные компании, у которых, опять же, свои интересы и так далее. То есть, если мы начнем присматриваться и пытаться оценить ситуацию не в рамках излишних обобщений, а попытаемся оценить ситуацию, построив некую работоспособную модель, мы обратим внимание, что в Евросоюзе огромное количество противоречий между различными игроками. Мы этих игроков можем, так более-менее внятно пометить. То есть, еще раз отметить. То есть, еще раз, если обобщить, но вот в рамках некой вот этой модели.
Руководство Европейского Союза, руководство отдельных стран и, собственно говоря, интересы отдельных государств Европейского Союза, интересы крупного бизнеса, интересы мелкого бизнеса, интересы населения. То есть вот это все вступает в противоречие, дорогие друзья. Так вот, и по реакции европейских властей мы ничего не поймем. То есть европейские власти будут до последнего придерживаться той тактики, которая позволит, ну, им сохранять лицо, им сохранять реноме, выходить сухими из воды. То есть они будут в любом случае говорить, что так и задумано. Ну вот, очень хорошо. Вот упали поставки российского газа, допустим, ну вот представим себе гипотетическую ситуацию, что вдруг сейчас прекратились поставки по украинскому маршруту. Что скажет в Брюсселе? Ай-яй-яй, боже мой, восстановите поставки. Нет, они будут следовать той же линии, которой они придерживались до сих пор. Они скажут, так и хорошо, мы так и хотели, мы хотели избавиться от этой ужасной зависимости от российского газа. Но мы видим реакцию рынка. Рынок встревожен. То есть можно сколько угодно рассказывать, да и что вы тут говорите, что Евросоюз не сможет справиться без российского газа. Вот, пожалуйста, вот как у вас упал экспорт, а Евросоюз живее всех живых. Да, живее всех живых. Особенно если представлять себе, что проблемы в экономике, это когда вы засыпаете, просыпаетесь на утро, а Евросоюза нет. А если понимать, что любые проблемы в экономике имеют накопительный эффект, что постепенно они нарастают, что они отражаются в статистических данных, то видно проблемы, дорогие друзья. Это во-первых. А во-вторых, а как Евросоюз справился? Если в 2021 году, по данным Евростата, Евросоюз, без Великобритании еще раз, Евросоюз потреблял 415 миллиардов кубов. В прошлом году, 23-м, 330 миллиардов кубов. Ну хорошо, 21 год, там очень хорошее первое полугодие было, там отложенный спрос, там опережающий рост этого самого спроса наблюдался. Хорошо, 19 год, ну 408 миллиардов кубов там было потребление. 330, еще раз, это не каждому, это на весь Евросоюз. В 2023 году. В текущем году будет меньше. Это вот так они справились. Вот так они избавились от зависимости от российского газа. То есть у них просто упало потребление. И если сравнить вот это упавшее потребление в Евросоюзе, в Великобритании с падением экспортных поставок из Российской Федерации, то вы знаете, перед вами откроется удивительный, чарующий мир статистики, который, правда, разрушает мир волшебства и розовых пони, в которых вы засыпаете, просыпаетесь, Евросоюза нет, но зато вам откроется удивительное открытие. А как же откроется открытие? Вы совершите удивительное открытие, за счет чего упали поставки из России. И, кстати, поставки из России в текущем году увеличиваются в Евросоюз. То есть не вообще увеличиваются, вообще-то они и так увеличиваются, это понятно, потому что есть плановое увеличение поставок в Китай, а поставки в Евросоюз увеличиваются. И они за первое полугодие оказались выше примерно на 4,5-5 миллиардов кубических метров, чем в первом полугодии прошлого года. Здорово, не так ли? Прошу прощения, не за первое полугодие, за первые 30 недель, прям вот, чтобы совсем точно вам сказать, за первые 30 недель вот поставки были такими. Ну и будем на сегодня заканчивать. Подписывайтесь на меня в телеграм-канале «Нефтегазовая игра». Подписывайтесь на все то, что сейчас перечислит Максим. Обязательно подписывайтесь, тем более тут YouTube сегодня в ужасе от мер по замедлению предпринял ответные шаги. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, с учетом креатива нашей Государственной Думы, ответных мер Ютуба, подписывайтесь от греха подальше на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях всего происходящего. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.